Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты, психологического здоровья. Снова с вами я, Ольга Буганова. Сегодня я проведу процедуру общего массажа. Эта процедура занимает по времени около часа 20, часа 30. На самом деле можно ее и делать и до 3 часов, в зависимости от объемов клиента, в зависимости от пожеланий. Если есть какие-то проблемы, если есть боли в спине, конечно, мы больше времени уделяем той зоне, которая проблемна. И многие спрашивают, сколько делать по времени спину. На самом деле, на своих обучениях очных я всегда говорю, что непонятно, сколько делать, в зависимости от того, насколько будут расслабляться мышцы. Это может только почувствовать мастер, который делает массаж. Может быть, этой зоне будет уделено 20 минут, может быть 30, а может быть и нужно будет с этой зоной работать и час. Поэтому иногда бывает, что только одной зоне спины мы уделяем около часа. И массаж может растягиваться до 2–2,5 часов. Вообще общий массаж в основном в салонах, где-то в клиниках, общий массаж стандартный это час, но час, как показывает практика, это очень мало для того, чтобы проработать все тело. За час мы можем уделить какое-то максимальное время одной проблемной зоне, а остальные просто зоны обозначить. И тогда клиент не получает полноценной процедуры, он не получает тех полноценных ощущений, за которыми он пришел. И восприятие у клиента будет совсем другое от массажа, чем если бы мы делали 2 часа. То есть я советую делать общий массаж 1,5 часа. Да, пусть это будет дороже, но клиент уйдет с полноценными ощущениями от процедуры, и, скорее всего, он вернется на такую процедуру, чем делать массаж 50 минут или час общий, и тогда клиент, наверное, уходя, еще подумает, вернуться ли ему или нет. Поэтому сегодня мы делаем общий массаж. Может быть, он будет небольшой по времени. Сейчас я буду делать, посмотрю, насколько на это уйдет времени. Может быть, я просто сделаю сейчас всю заднюю поверхность тела, руки, спину, ноги, стопы, так как я делаю, как я начинаю массаж. И когда клиент приходит, я всегда спрашиваю, есть ли какие-то проблемы. Сегодня у нас модель Ната. И я хочу спросить, Нат, есть какие-то проблемы, там, ноги, спина, что беспокоит? Проблема у меня сосредоточена в области шеи и в области плеч. То есть есть какой-то дискомфорт, да? Ну да, усталость такая, и немного, когда мне тут начинают давить, мне становится больно. Ну, здесь можно говорить уже о том, что есть напряжение мышечное, потому что боль там, где напряжение или где отек, а где напряжение, мышцы спазмируются, естественно, спазмируются лимфатические, кровеносные сосуды, от этого может быть и головные боли, и может быть усталость, потому что клетки не достает кислорода, и спазм мышечный, он, конечно, вызывает и общее такое недомогание. И, конечно же, я тогда буду начинать процедуру с массажа спины, и буду начинать с шейно-воротниковой зоны, потому что клиента это больше беспокоит. Здесь, наверное, я возьму шапочку для того, чтобы немного зафиксировать волосы, чтобы они мне не мешали. Можно их завязать, можно разными способами сделать. Я одену сама. Тогда голову надо опускай в окно. И смотри, чтобы тебе было удобно, чтобы ты упиралась не на подбородок, а как-то равномерно распределяла нагрузку. Может быть, часть у тебя уходила веса на лоб, часть на подбородок. Смотри, как удобно. Одеваю шапочку, чуть-чуть голову поднимай, чуть-чуть. Я одену шапочку на лоб, но не так, чтобы оставались следы. То есть не на сам лоб, а линия роста волос. Опускаем голову. Смотри, Над, если тебе будет как-то чувствительно, где-то болезненно, да, ты мне все говори. Я могу это чувствовать по мышцам. Если тебе будет больно, конечно, я почувствую, что ты напрягаешься, что мышцы еще больше спазмируются. И ощущение должно быть такое, что ты можешь эту нагрузку, эту боль, силу, с которой я буду делать массаж, ты можешь ее переносить. Если будет дыхание замирать от боли,
настолько, что ты будешь напрягаться, ты мне об этом говори, потому что вдруг я могу это не почувствовать. Беру масло, согреваю его в руках, естественно, и начинаю массаж. Сразу нанесу масло и на руки, чтобы потом мне уже не возвращаться, не отрываться от клиента. Можешь во время массажа говорить свои ощущения, ну, когда ты посчитаешь нужным, это будет интересно для видео. Сейчас ты меня тут трогаешь, мне уже больно, представляешь? Угу. Значит, естественно, я силу не увеличиваю. Оставляю так. Естественно, когда я делаю массаж, я засекаю время. Смотрю сейчас на время. И примерно уже распределяю по времени зоны. В зависимости от того, на какое время, на какой сеанс пришел клиент, я примерно понимаю, сколько той или иной зоне потребуется времени. Так, не больно? Нет, терпимо. Терпимо, да. Работаю основанием ладоней, и, естественно, если терпимо, пока зона не разогрета, я пока не работаю костяшками. Внизу очень приятно. Угу. Но здесь чувствуется, да, что здесь мышцы напряжены в верхней части. Сильнее не надо? Думаю, нет. Ты давно делала массаж? Профессионально я никогда не делала. Угу. Так кто-то дома, да, Ну, да. делал? После этого, как правило, у меня сверху все болит. Угу. Это нормальная реакция, да, на следующий день. Может быть, ощущение такое, как будто вы занимались фитнесом, как будто что-то было, какая-то проработка мышечная. Многие тоже спрашивают, как не уставать при процедуре проведения массажа. Здесь важна техника, здесь важно работать весом. Сколько массажей можете вы сделать в день, тоже такие вопросы есть. Ну, в зависимости от того, сколько я делала в прошлый день массажа. Если прошлый день был отдых, то можно и 9 общих массажей за день сделать. Но каждый день, 7 дней в неделю по 9 массажей, это будет, конечно, тяжело. Все-таки мастер тоже должен давать себе отдыхать. И когда работа нравится, когда она комфортна для мастера и в удовольствие, конечно, для клиента это тоже будет удовольствие, потому что все эмоции, они транслируются на клиента. Я чувствую, что тоже делаю, да, вот в этом месте ты напрягаешься, да, чувствительно. Делаем слабее, значит. Научиться такой технике вы можете по видеоурокам или придя на обучение очно. Также у нас при
заочном обучении по видеоурокам выдается сертификат. Кому интересно, можете заходить на наш сайт курсы массажа Ольги Бугановой, набираете в любом поисковике и уже смотрите всю информацию, виды обучения, даты, если это очное обучение. Выбираете то, которое вам понравилось, дату, и уже мы будем с вами встречаться. Либо это будут видеоуроки, которые у нас длятся 3-4 часа. Каждый видеоурок и сертификаты с печатью мы отправляем уже почтой. Но здесь я чувствую, что с этой стороны нет такого напряжения, как с той. Да, справа сильнее. Да, и болезненней, скорее всего, будет. Да, наверное. И за сумки мне подсказывают. Из-за сумки, да? Я вообще с Да. рюкзаками хожу. Но может быть из-за чего угодно. И рюкзак может, да, на плече просто на одном быть. Это может быть из-за искривления, нарушения осанки, из-за плоскостопия. У меня и плоскостопие, нарушение осанки. Немножко я расслаблю одну зону, потом я перейду к другой зоне. Сначала делаю все это локально. Одну зону, потом прохожу по всей спине, перехожу к другой зоне. Потом опять перехожу на общие какие-то такие движения. И потом я обязательно буду возвращаться к шейно-воротниковой зоне. Она будет уже более расслаблена. Ее можно будет более глубоко проработать, так как клиент уже будет адаптирован немного. Не нужно одной зоне сразу уделять много времени. И все движения, которые вы знаете, использовать в этой зоне. Суть массажа на самом деле любого не в том, чтобы все движения, которые есть у вас в арсенале, их применить в одной процедуре массажа. Вот видите, я совмещаю одну зону с другой. Сначала совмещаю их, и потом уже перехожу . Сейчас я правую руку согнула в кулачке, работаю костяшками, но все пальцы на правой руке, они очень мягкие, расслабленные, потому что я движение правой руке то есть движение от правой руки придает левая рука, она ее направляет. Пальчики мягкие, расслабленные. Это помогает более приятно работать с мышцей. Клиент ощущает мягкость, но в то же время и силу движения. Поэтому здесь важно работать весом.
Если бы я работала просто рукой правой, а левая была бы расслаблена, то, конечно, мне приходилось бы и пальцы напрягать, были бы жесткие движения, резкие, неприятные. А эффект был бы тот же самый. Просто клиента это бы напрягало. Было неприятно. Не больно? Да, не лопата. Угу. Как узнать, где у клиента более чувствительные места? Там больше просто напряжение, более твердые мышцы, так скажем, грубо. И любой человек, даже не мастер, это может почувствовать. То есть провести рукой по мышце, где она более твердая, более жесткая, значит, она там напряжена. И, естественно, скорее всего, там будут более болезненные ощущения. Здесь не больно? Вот, да, вот здесь вот. Чувствуете себя? Ну, смотри, Ната, я чувствовать, естественно, за тебя не могу. Я предполагаю, что, может быть, здесь больно, потому что здесь есть некий отек, такой подкожно-жировая клетчатка. Естественно, если я работаю больше на поверхности, так тебе будет более чувствительно, больнее. Да? Если я захватываю еще и мышцу, тогда будет менее чувствительно, более приятно. Вы видите то, что я не делаю движения по порядку, что я сделала сейчас на левой стороне. Я не повторяю эти движения по очередности одинаково. То есть я могу сейчас сделать то движение, которое я делала на левой стороне последним, и уже в обратном порядке делать эти движения, которые я делала на левой стороне. Почему я так делаю? Я опираюсь на ощущения клиента, на самом деле, сама будучи не раз моделью и хожу на массаж, тоже чувствую, понимаю, что есть движения, которыми мы закончили проработку какой-либо зоны, и потом мастер уходит на другую зону. На самом деле хочется, чтобы эти движения были первыми в этой зоне, на этой стороне. И потом я уже могу перейти к следующему в обратном порядке. То есть если я сделала здесь движение раз, два, три, то переходя на другую сторону, я могу сделать 3, 2, 1. Это не будет являться каким-то нарушением. Сейчас я немножко с подкожно-жировой клетчаткой поработала минимально. И я уже перехожу на то движение, которое я делала первым. Обычно до 3 движений разных я использую. 4 это уже много. И потом перехожу на другую сторону. Кажется, что я делаю очень легко массаж, что это как будто релакс. На самом деле это достаточно глубокий массаж. Просто, может быть, по мне не видно, я не задыхаюсь, не обливаюсь потом.
и кажется, что все на релаксе. На самом деле массаж глубокий. Но я думаю, что на этой стороне тебе будет не так больно. Как ты ощущаешь? В этой части больно все равно. Как в той или менее? Ну, просто здесь мышцы меньше напряжены в грудном отделе, поэтому я могу предполагать, что... Чуть-чуть поменьше, но все равно больно есть. Угу. Я чувствую, что мне масла не хватает. Я могу, не уходя от клиента, делая какое-нибудь движение, взять немного еще масла. Руку не надо, тише, нормально. Возвращаюсь к шейно-воротниковой зоне, и потом еще раз к пояснице вернусь. К крестцовому отделу. Здесь тоже может быть чувствительно, да? Да. На самом деле со спиной работать намного тяжелее, особенно начинающим мастерам. Мы, кстати, сегодня об этом уже разговаривали, что если вы начинающий массажист и хотите работать быстро, уже начинать зарабатывать, то я рекомендую начинать с антицеллюлитных техник, потому что все-таки им научиться намного быстрее, и по ним тяжело понять, насколько долго мастер работает и какой у него вообще опыт. То есть это более безопасно для начинающих мастеров работать в антицеллюлитных техниках, начинать с них. Вот эти движения тоже могут быть достаточно чувствительными. Ну, раз очень чувствительно, я могу двумя руками делать, потому что если я делаю двумя руками, все-таки мой вес смещается на, здесь в данном случае на 2 пальца, поэтому он распределяется, а так как клиенту не нужна сила в данном движении, я делаю двумя руками одновременно.
Если бы клиент мне сказал о том, что да, можно сильнее, я бы зафиксировала бы одну руку, облокотилась бы на клиента и начинала бы работать уже одной рукой и потом уже другой рукой, для того, чтобы создать более сильное воздействие. Но сейчас я провожу, и уже не так больно, как в начале, да? Вот с той же силой также провожу. Если просто проводить, да. То есть уже, да, мышцы разогреты, и ощущения болевые, они намного уже ниже. Вот это движение тоже нравится всем клиентам. В зоне крестца. Как ощущение? Немного больно. Чуть-чуть больно, да, послабее. Здесь. Здесь хорошо. Но сильнее не надо, да? Думаю, может. Тоже бывает такая ошибка, особенно у начинающих мастеров, когда клиент говорит «хорошо», они начинают делать сильнее для того, чтобы, может быть, усилить эффект или показать, насколько они стараются, насколько они хорошие мастера. После этого вопроса, что на самом деле как, больно или нет, клиент говорит «хорошо», не значит, что вы должны делать сильнее. Можно, если вы сомневаетесь, задать вопрос, нужно ли сильнее, если клиент говорит «хорошо». Вот видите, в данном случае Ната сказала, что не надо. А когда говорит клиент «хорошо», начинающие мастера думают, ну надо же сделать еще лучше, а лучше это значит сильнее. И делают, прикладывают больше силы, делают движение более сильным, а это не всегда нужно. Лучше уточняйте у клиента. Но с этой стороны может быть более чувствительно здесь напряжение мышц. Вообще по всей левой стороне. Я сейчас напряжение чувствую в ноге. Ну да, может, конечно, естественно, все связано, может отдавать в ногу. Ну вот, да, здесь вот чувствуется. Еще есть такой момент, что чем чувствительнее клиент, тем, конечно, дольше времени нужно посвятить той зоне, которая чувствительна. Потому что все-таки нужно ее сначала разогреть. И клиент, если не адаптирован к массажу, сразу сильно начинать нельзя. То есть все по ощущениям, все очень индивидуально. Так как для одного клиента может быть что-то очень чувствительное, для другого это будет неощутимо вообще. Поэтому, конечно,
сколько у нас уже минут 25 прошло. Да, вот я смотрю где-то, да, даже 30. Еще много разных есть движений. Но если общий массаж 1:20, то, конечно, с этой зоны уже нужно будет заканчивать. Если это общий массаж, клиент пришел. И что я дальше делаю? После того, как я уже проработала зону спины, я еще к ней, будет возврат, я возвращусь к ней. Можно накрыть клиента полотенцем. Я обычно так делаю предварительно, но сейчас я не положила. У меня полотенце лежит на обогревателе в тот момент, пока я делаю массаж. И 90, где-то больше, 95% клиентов, они получают от этого удовольствие после того, как накрываешь их теплым полотенцем, после того, как оно лежало на обогревателе. И я уже приступаю к массажу рук. Естественно, полотенце у нас тоже на ножках лежит в этот момент. Просто сейчас в кабинете достаточно жарко, но спину я немного все равно накрою. То есть зону спины можно накрыть и приступить к массажу рук. Не забывайте про смежные зоны, которые тоже нужно захватывать. Не нужно прикладывать силу, когда вы захватываете смежную зону. Просто достаточно ее обозначить. Конечно, когда я работаю с одной зоной, я фиксирую другую зону. Это очень важно для того, чтобы клиент расслабился, чтобы он не контролировал, не напрягал мышцы. Около сустава тоже очень важно поработать. Не больно? Около локтя больно. Угу. Ну, терпимо, да? Да. Здесь тоже очень важно работать весом, захватывать пальчик и тянуть весом. Клиент, то есть у клиента возникают совершенно разные ощущения, и обратная связь у клиентов, которые я беру, показывает, что если я делаю вытяжение
именно весом ощущение более приятное, более обтекаемое, чем когда я просто стою ровно и делаю это пальчиками с напряжением мышц рук. Либо когда я просто висну на пальце и выполняю вытяжение. Более приятное ощущение. Даже, наверное, ты, Наташа, да, Нат, можешь почувствовать. Вот когда я делаю вытяжение, именно висну, да, на пальце и делаю весом с определенным вектором, либо когда я стою и делаю просто вытяжение пальцами. А? Да, вот даже клиент дает обратную связь и говорит, что получается резко, грубо и менее приятно. Руку укладываем вперед. Так удобно? Если клиенту не очень удобно в этом положении, я всегда предлагаю после того, как я проработаю эту зону, положить руку клиенту так, как ему удобно. Можно вдоль тела, можно оставить также в этом же положении. Ой. Расслабляй руку. Чтобы клиент максимально мог расслабиться, лучше его зафиксировать. Не тянуть руку вверх, а положить ее, чтобы уже была фиксация. И только после этого выполнить вытяжение. Обратно. Берем незаметно масло и переходим к другой руке. Если клиенту холодно, я часто спрашиваю во время процедуры, не замерз ли клиент. Если холодно, накрываю еще одним полотенцем, чтобы создать максимальный уровень комфорта на процедуре.
Сейчас начинаю уже вытягивать пальчики. Также встаю в удобную для меня позу и вытягиваю. Естественно, я силу применяю не по всей длине движения. Это очень важно. Если я буду делать его, так сказать, однобоко, с одинаковой силой, не будет нужного ощущения, нужного эффекта. И предлагаю клиенту уже руку положить вперед, ручку вперед. Тоже на той стороне я сейчас понимаю, что я сделала одно движение, на этой стороне я его не сделала, то есть вот это движение я пропустила. Но если вы его даже пропустили, ничего там страшного нету. Не нужно стараться его доделать, просить клиента опять положить руку. То есть, в принципе, в этом ничего страшного нет, если вы что-то пропустили, какое-то движение с одной стороны, а с другой вы сделали. Вот опять же я в основном работаю в зоне плеча, но не забывая про предплечье, также на него немножечко смещаюсь. И здесь я могу опять возвратиться к спине. Здесь уже руки вдоль тела у клиента не лежат, они мне не мешают. И я уже могу проработать эту зону, так скажем, на собственном релаксе, предплечьями. Хотя клиенту это тоже будет достаточно так чувствительно. Не то, что больно, силу он будет чувствовать. Как ощущение, не больно? Ну, давление чувствуется, да? Так как Ната достаточно чувствительно воспринимает приемы массажа и не делала никогда массаж такой профессиональный, я здесь могу работать и двумя руками, распределяя свой вес на две руки, смещая мышцу в сторону от остистых отростков. Здесь уже я чувствую, что мне нужно одну все-таки руку оставить, потому что неудобно в этой зоне будет работать двумя руками. Тоже посмещаю здесь мышцу в одну сторону, в другую. Можно в одну только сторону. Обычно здесь чувствительные очень зоны. Даю клиенту отдохнуть, спускаюсь на плечо. И зона шеи в таком расположении очень удобно тоже прорабатывать. Бывает так, что клиент лежит, неудобно проработать, и шея прогнута, особенно при таком сильном лордозе шейном. Я иногда прошу клиента упереться больше на верхнюю часть лба, на верхнюю, как бы выгнуть шею вверх. Можно так сделать чуть-чуть? Вот так, отлично. Удобно так надо? Да. Ну вот, видите? И мастеру будет удобнее прорабатывать мышцы
И, конечно, когда я перехожу уже к другой стороне, я не начинаю движение, которое мы делали, а начинаю, естественно, как с того, что мы закончили на другой зоне, то есть что я говорила в начале. То есть мы сделали одно, второе движение, начинаю я 2, 1. Потому что клиенту не будет приятно лежать в ожидании того, что сейчас ему должны проработать мышцы шеи, трапецию. То есть должно более-менее быть все симметрично. Здесь, да, важно очень опираться на ощущения. А чтобы знать эти ощущения, важно самому мастеру посещать часто процедуры массажа, особенно новичкам, начинающим мастерам, ходить к различным их коллегам, к разным, на различные виды массажа. Для того, чтобы на себе это все почувствовать. Как ощущения? В зоне шеи приятные. Угу. Здесь все равно больно. Конечно. Ну, сейчас у нас где-то 45 минут уже прошло. Получается, мы 45 минут уделили зоне спины, рукам. Задняя поверхность ног у нас осталась, передняя поверхность ног, живот, зона декольте и опять же шея и голова в конце. Уже положение клиента лежа на спине, в конце я уже тоже прорабатываю еще раз шейно-воротниковый отдел и зону головы. И на этом буду заканчивать общий массаж. Сейчас мы с этой зоной уже заканчиваем. И я перехожу на следующую зону. Задняя поверхность бедра. Друзья, смотрите следующую зону в следующем выпуске. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. До встречи!